Флэш-анимация — это дело растяжимо. Как, к примеру, известно, наверное, каждому Эдсворд Таутгулда. Светлая ему память. Этот список можно продолжать до бесконечности. Обычно все веб-сериалы можно сейчас найти на ютубе, а люди нулевых смотрели веб-сериалы на Newgrounds и на других сайтах, но они еще назывались как Флэш. Давайте я расскажу про себя. Я листал вкладку Newgrounds в разделе анимация за 2007 год, и тут мне попалась она, захват флага. А с вами я, Камера Комикс, и отцов к обзору. Автором сериала является Андрей Шидовский. Он пишет фэнтези и комедии для молодой и взрослой аудитории. Он работает сценаристом в Ubisoft Montreal, а также он писал сценарий для игр разных студий. На его сайте самом себе он ставит свою электронную почту для контакта с ним. Поэтому я решил дать ему небольшое интервью первым делом перед тем, как написать сценарий к обзору. Серия первая начинается с того, как мальчишка едет в автобусе. Он разворачивает лист бумаги, и голос старика говорит: Dear grandson, the summers I spent at Camp TF were the greatest days of my childhood. I want for you to have that experience. When you leave at the end of the summer, you'll be a man. Едет монтаж, который я пропущу одним хлопком. Далее, у костра стоят два мужика, один играет на барабанах, а другой рассказывает всякую мифологию. Все такие, ну окей. ГГ смотрит на статую, и статуя смотрит на него. Он такой... Потом какая-то девочка говорит про неверную, ихнюю мифологию. Но в всяком случае, мы остановимся на том, как зовут главных героев. My name is Amy. I'm Evan. Nice to meet you, Evan. Dear grandson, as beautiful of a place Camp TF is, heed my warning. There will be troubled times up ahead. Not everyone is a friend. Who's that kid talking to Amy? Evan Kingsley? Короче, они там что-то говорят и... Какие кролики! Ладно, может тут имелось в виду приятель, то есть Бадди, а мне стоит прокачать свой английский. И это даже не реклама, ведь канал с 58 подписчиками, никто не купит рекламы. В общем, что по итогу первого эпизода? Мы ознакомились с главными героями, такими как Эван, Эми и эти трое на дереве. Их зовут Джон, Саймон и Нигель. Не бойтесь, мы их узнаем поближе во втором эпизоде. Все, что могу сказать по поводу рисовки, что он для меня приятно глазу. Ладно, можем приступить ко второму эпизоду. Второй эпизод начинается с того, как Эван разбудил вожатый и говорит: So I hear you don't have a buddy. What the hell is wrong with you? The buddy system is infallible, but an essential part of the buddy system is a buddy. I don't have one, I'm sorry. Okay, we have a place where we put kids like you. Ну и, конечно же, Эван отправляется в это самое место. Ну, хотя бы не ГУЛАГ. Его привозят в место, которое называется поместье. Скорее, это не домик на дереве, а типичная отдушка на окраине Москвы. Далее Джон знакомит Эван со всеми в поместье. И естественно, Джон такой: может, про себя расскажешь? Эван, конечно же, отвечает тем, что у него нет друзей, и он хочет завести их. Далее, в 3 часа ночи 33 минуты, Эван просыпается, видя свет. Он идет по коридору, заходит в, так сказать, библиотеку, видит аудиомагнитофон и говорит: Grandpa? This will possibly be my final recording. Everyone is dead. I'm the only survivor. The battle was fierce, so cold. They have not yet given up their search. The monsters are trying to hunt me down, and with good reason. I've captured the flag. Captured the flag? I need to get back. We are so close. This whole nightmare is almost over. Oh no, they're coming. I can hear their drums. I must hide. Maybe behind that tree. No!
No! They spotted me from behind a tree! Get back! Get back, you bastards! No! Эван вон утром ломает голову. Что это значит? Как и я, который пытаюсь разобрать английскую речь. What does it mean? What does what mean? Who are you? You're a little bitch. I'm not a little... You're a little bitch. Nigel? No! I'm not a goddamn tea-drinking pussy Nigel! Естественно, алкаш после дискотеки уходит в пьяном состоянии, но мне лично он напомнил его. Приходит Эми Саймон, он поясняет за этого алкаша трое. И про какого-то мальчика с НД. И уходит по делу. Кстати, а помните про статую из первого эпизода? Так вот, она все-таки живая, раз дети с поместья с ней разговаривают. А Эван их подслушал. Эван по какой-то мне неизвестной личной причине вскакивает из трибун. И я даже вставлю последнюю сцену. Why are you doing this? Who are you people? This is really too bad. Such a waste. Hmm. Please, don't do this. Amy! Evan. There are things that are much, much bigger than you. And it's high time that you got out of your little bubble and start noticing everything around you. Well, it doesn't matter anymore. You're a disappointment and nothing like your grandfather, the hero. Fly, fly, fly! Ну, естественно, происходит культ тварь. И Эван падает. Знаете, после надписи продолжения в окончании хочется не как задеть многоуважаемого Андре, но... Хотя что я смеюсь? На как у меня арт-стиль... Хорошо, что мы имеем вкратце из второго эпизода? Эвана отправили в поместье, ведь у него не было приятелей. Там он познакомился с Джоном, Саймоном и Мигелем. Нашел, возможно, последнюю запись его дедушки. Дополнительно познакомился с Троем. А также узнал, что эти детишки имеют какой-то заговор. И все в целом. Эпизод 3 начинается с того, как Саймон плывет посреди моря, общаясь с моряком. Короче, с управляющим маяка. Они осуждают то самое падение Эванса. А хотя... Let me tell you a story. If you've heard it, humor me, for I am an old man. Once upon a time, a little bird tumbled down from its nest and fell to its death. He had opened his home and given his friends shelter, but they were ungrateful and cast him away, never speaking of him again. That is not our story. И оказывается, что Эван выжил! У нас новый персонаж, кстати. Какая-то девочка в шарфу, которая мне напомнила лично Линка. Давайте я для удобства в дальнейшем буду ее звать Шарфичка. Ну что ж, они едут на Ваня, а бедный Эван походу снова сдохнет из-за страха. Тут мы возвращаемся обратно к детям из поместья. All right, where's Camper Kingsley? Is it drugs? Drugs? Is he doing drugs in the forest? Is it sex? Are they doing unprotected sex in the forest? Ну, эти девчушки решили узнать состояние. И Саймон сам в шоке, что он живой. Вот только пьяница Трой загораживает телескоп, а тем временем возвращаемся к Шарфичке и Эвану. Here's your precious lockpick. I promised Arthur. You worship my grandpa too? Worship? If a deity left footprints, wouldn't you lick them? I give up. I'm jealous of you, Evan. You have no idea of the adventure that awaits you at the end of these rails. You're jealous of me? You've got an enemy, Kingsley. A big one you've never met. I'm familiar with John and his foot. John? No. This man is envious of Arthur in the same way I'm envious of you.
you turn the key? И Эван попадает на станцию под названием Дорога, а шерфичка куда-то пропала. Почему он падает такой, типа, да бля, выеб мне. Вкратце, он видит Джона и начинает его бить, как Лиэндрю во втором эпизоде The Walking Dead. По иронии многих сериалов, для драматичности дождь решил включиться сам по себе. И я бы заострил внимание по поводу ключа, ведь Эми сказала, что в глубинах есть дверь, которую можно открыть через тот ключ, которая дала ему шерфичка. Эллен дает ключ Эми целует его, и вся компашка уходит в лагерь. Там дальше под конец диалог, конец третьего эпизода. Здесь по логике должно быть продолжение, но его нет. Вообще, наш Андрей много чего выкладывал на Newgrounds в плане материалов из каждой серии. Так что у нас из четвертого эпизода осталось пару кадров, и все. А дальше, в феврале 2013 года, Андрей делает пост про отмену сериала. Плохие новости, фанаты. Я знаю, что эту страницу уже никто не читает, но для всех пользователей, заблудившихся на этом сайте и каким-то образом наткнувшихся на мою скромную страничку, я решил приостановить работу над перезагрузкой CTF. Проект превратился в хищную собаку, пожирающую все мое время и гадящую по всему дому. Правда в том, что сейчас я не нахожу в этом ничего хорошего. Правда и в том, что я не очень талантливый аниматор. Писательство всегда было моим основным занятием, и у меня есть несколько сценарных проектов, которым я должен посвятить свои усилия. CTF просто не давала мне нужных творческих мускулов. Однажды я намерен сделать из захвата флага первую 45-минутную драму в стиле HBO с мультяшными героями. Это моя мечта — сделать двухмерное шоу с трехмерными персонажами. Спасибо за поддержку в последние годы. Удивительно видеть, что некоторые из вас все еще задаются вопросом, что будет с Эваном Киксли 5 лет спустя. Я не знаю, как это повлияет на мою карьеру на Newgrounds, которая уже несколько лет находится в коме. Возможно, я никогда больше не сделаю ни одного флеша. Если это так, я хочу сказать спасибо Тому Фулу и этому сайту за то, что они дали мне старт. Я не могу передать словами, насколько мне дороги воспоминания о том, как я делал вспышки в подростковом возрасте и как сильно этот опыт повлиял на меня. Мерси. Вернемся ранее по видео, а именно к тому, что я перед началом написания обзора написал самому Андре для интервью. Заранее спасибо моему другу Саулу, который только что озвучил пост про отмену сериала. А чтобы вам не пришлось видеть черный фон, я поставлю какой-нибудь геймплей флеш-игры. Ну, допустим, Папа Луи. Вот теперь другое дело. Здравствуйте, Андрей Шизовский. Извините за возможность беспокойства. Итак, меня зовут Камиль Кусаинов. Я человек, который в свободное время редко, но делает обзоры на что-нибудь. И я планирую как-нибудь сделать обзор на ваш старый и в то время популярный флеш-сериал. Я решил сначала взять у вас интервью, прежде чем писать сценарий. Сами вопросы, они следуют очень простой схеме. Первое. Как вам пришла идея сделать Capture the Flag? Я помню тот самый момент, когда мне пришла в голову идея захвата флага. Я был в своей комнате, и первая сцена, которая пришла мне в голову, была сцена с Саймоном в лодке. Это было очень таинственно, и он был частью какого-то большого заговора. Изначально я представлял, как он встречает кого-то другого в другой лодке на озере. Из этого образа и родилась вся остальная часть Capture the Flag. Конечно, одним из главных источников вдохновения стал мой собственный опыт в летнем лагере. Как и у Эвана, у меня был довольно неудачный опыт пребывания в лагере, когда мне было 12 лет. Я был одинок и подвергался издевательствам. Первые несколько минут первого эпизода довольно автобиографичны, но я никогда не сбрасывался со скалы и не становился объектом сверхъестественного заговора, так что это уже хорошо. Второе. На ком основаны главные герои? Как уже говорилось выше, Эван во многом основан на мне самом и моем собственном опыте жизни в лагере. В первом эпизоде он одинок, потому что я был одинок в лагере и у меня было мало друзей. Остальное в основном выдумки. Но я бы сказал, что Джон имеет некоторые сходства с моим лучшим другом детства, который был намного круче меня. Эми имеет некоторое сходство с девчонками, с которыми я ходил в школу. Что касается Саймона и Нигеля, трое, то они полностью вымышлены. Третье. Было ли у вас в сериале что-то, что не вошло в эпизоды? Я могу поделиться с вами некоторыми откровениями. У меня были некоторые идеи, которые так и не вошли в сериал, а также идеи, которые были заложены, но так и не раскрыты до конца, поскольку четвертого эпизода так и не было. Я начал работать над четвертым эпизодом в 2012 году, но так и не закончил. Эпизод 4 также должен был называться «Человек в маяке» и рассказывать о человеке, с которым Саймон беседовал в эпизоде 3. Человека в маяке звали Пашка. Он никогда не покидал маяк лагеря, потому что был болен, но он знал правду о лесе и был на стороне детей поместья.
Все, что я могу рассказать о Паше, это то, что он перехватывает старые передачи на своих старых технологиях и радиоприемниках. Поэтому в третьем эпизоде он говорил на старом сленге. В конце эпизода Эван и дети из поместья собираются в кафетерии, чтобы встретиться с начальником лагеря, старшим вожатым, который, как выясняется, и есть тот самый человек в белом из конца эпизода 3. Он был старым другом-соперником деда Эвана, Артура Кингсли. Именно поэтому у него была последняя магнитофонная запись Артура Кингсли. Дети в поместье даже не подозревали, что главный советник знает об их секретных планах, что впоследствии привело бы к большому конфликту, когда они узнали бы, что он шпионит за ними, как на дереве в конце третьего эпизода. Главный советник станет главным злодеем сериала. И наконец, если вы заметили перевернутый знак Омеги, это была подсказка о настоящей природе леса. Но даже спустя столько времени я не скажу, что он означает на самом деле. Не хочу разрушать всю тайну. Чудо, можете ли вы теоретически сказать, когда бы вы сделали концовку Capture the Flag сейчас, в данный момент времени? Я не могу рассказать о том, как бы я закончил серию. Это также лишило бы ее большей части тайны. Но я могу сказать, что это привело бы к раскрытию того, чем на самом деле является лес. Сейчас я работаю над романом, вдохновленным сериалом «Захват флага». Хотя он отличается и более реалистичен, в нем много тех же персонажей. Эван Кингсли, дети из поместья и даже главный советник в роли злодея. Но Эван совсем другой персонаж, что очень подходит для книги. Я надеюсь, что вы зацените книгу, как только она выйдет. Серия Флэш остается одной из моих самых гордых работ и занимает особое место в моем сердце. Я тронут вашим интересом к CTF и тем, что вы делаете обзор спустя столько времени. Кроме того, я по-прежнему поддерживаю связь с Кори Холландом, актером, озвучивающим Эвана. Он работает как профессиональный актер. Я рад сообщить, что многие актеры из Capture the Flag занялись потрясающими делами. Девин Мак, который озвучивал Пашку, теперь озвучивает Соника Ёжика на Netflix. А я в настоящее время являюсь ведущим сценаристом For Honor в Ubisoft. Но я по-прежнему пишу каждый день, в том числе и роман по CTF. Но как главный вердикт, хочу сказать, что нам остается ждать, когда выйдет роман, который ответит на все вопросы. А с вами был Камера Комикс, поставьте лайк и подпишитесь на канал. И всем до скорых встреч.